Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу поделиться с вами рецептом крема для депиляции, который я узнала в студенческие годы. Я использовала этот крем, и мои подруги в том числе, которым я об этом сказала, поделилась. И весьма успешно, и все были довольны, я в том числе. И я хочу вам сказать, что после использования определенного времени этим кремом практически, можно сказать, уже более частое использование отпало. Даже, скажем, не обязательно депиляция, да, вообще удаление волос. Единственное, что я не сторонник удаления волос с рук. Мне кажется, что все-таки человек должен более-менее выглядеть естественно, какой он есть. Ну, у меня такой страшной проблемы нет, но есть женщины, у которых эта проблема есть. И на руках, и на ногах. Иногда бывает, что гормональный сбой приводит к этому. И начинается обильная растительность на всем теле. Конечно, это доставляет не только неудобства, еще и страдания, и неприятные ощущения. Многие идут, удаляют лазером, всякими другими способами. Но это тоже, естественно, эффективный метод и надолго. Однако я хочу вам поделиться, то есть с вами поделиться этим рецептом крема, который использовался еще с 90-х. На втором курсе с нами училась девушка, у которой мама еще с 90-х, в начале 90-х, держала целую сеть салонов красоты. Вы сами понимаете, что тогда не было таких технологий, да и не позволяли и финансы возить очень дорогие, скажем, крема и прочее. И вот обходились своими методами. И она нам очень много раскрыла тайн, как друзьям, как сокурсницам. И мы ей за это очень благодарны. То есть она сказала, каким образом они работают в этих салонах, мастерицы, которые работают у матери. Ну, у нас народ со смекалкой, да, здесь узнали, там записали, там переписали, там попробовали. И, собственно говоря, эти салоны работали. Сейчас тоже есть эти салоны. Правда, они уже метод более передовой применяют. Но в любом случае, вот этот метод в домашних условиях очень замечательно работает. Может быть, где-то еще вы найдете этот метод, может, кто-то еще знает. Естественно, это не прям тайна за 7 замками. Это постепенно уходило в народ, люди узнавали, как это делалось в этих салонах и все прочее. Так что вы, может быть, где-то тоже узнаете, но специально же не будете искать этот рецепт. Вот я вам, собственно, здесь говорю. Если вы об этом узнали где-нибудь или до этого, или вам подсказали, замечательно. Значит, скажите нам, насколько это эффективно работает, этот метод. Но я скажу, что вот растительность становится меньше и меньше. То есть уже удаление практически вот так, не такая необходимость, как в начале у всех людей. Издревле женщины следили за своей красотой, и раньше, может быть, намного больше и чаще, чем даже сейчас, потому что раньше красота – это, собственно говоря, был способ устроить свою жизнь. Это сейчас карьерный рост, это сейчас самостоятельность, финансовая независимость и прочее. Тогда женщина не имела своего дома, был дом отца и дом мужа. И поэтому она должна была за собой следить, чтобы была вне конкуренции, чтобы ее взяли замуж. И замужней будучи, она должна была за собой следить и прочее. И вот издревле удаление воском, удаление медом с добавлением каких-то ингредиентов, там чего только не было. На Востоке вообще нитками это делалось. И всегда это делалось, и издревле, начиная с древних времен и до современного мира, женщины всегда были озабочены своей красотой. Итак, друзья мои, вот записывайте рецепт.
Значит, берете емкость. Емкость должна быть стеклянная. С металлической емкостью лучше дела не иметь в этом случае. Это Зена здесь лежит, храпит. Значит, 1 столовая ложка соды, 2 столовые ложки лимона. Выжимайте 1 лимон, достаточно. Как раз составляет 2 столовые ложки. Вот пополам делите и выжимайте. 1 столовая ложка зубной пасты. Любой зубной пасты. Ну, желательно белой. Желательно белой, но не обязательно. Можно использовать любой, если нет белой. Значит, 2 столовые ложки перекись водорода 3% концентрации. И все это надо перемешать во флаконе. Итак, 1 столовая ложка соды, 2 столовые ложки лимона, 1 столовая ложка зубной пасты и 2 столовые ложки перекись водорода 3%. Но этого достаточно, например, для депиляции ног. Если вам нужно больше, значит, делайте по двойному тарифу. Рассчитывайте на то, насколько много вам нужно это делать. Перемешайте во флаконе. Знаете, можете взять флакон с таким опрыскивателем, да, пшикалкой, и попшикать. Можете руками нанести, можете щеточкой нанести, без разницы. Надо нанести обильно, прям хорошо. Он так пенится вот так вот на руке или на ногах, ну, смотря что вы депилируете. Вот. И оставляйте 15-20 минут. Ну, желательно 20 минут. Прям засеките время, 20 минут оно должно быть неподвижно. Так, положите руку на стол или куда-нибудь. И что-нибудь смотрите, почитайте 20 минут. После чего берете салфетку, ну, эти мягкие ватные диски, и начинаете потихоньку их удалять. Значит, вам понадобится достаточное количество салфеток, может 10-15 штук. И все это удаляете, смываете, и можете намазать кремом или чем-нибудь таким маслом, например, смягчающим там этим. Ой, ароматными маслами, ну, чем угодно, без разницы, как вы обычно увлажняете кожу потом. И все. Попробуйте, я уверена, что вот это все у вас дома есть даже сейчас. Попробуйте и расскажите о результате. Это вот в 90-е годы использовали очень много таких рецептов, которые, собственно, люди за это платили немалые деньги, не зная, из чего это все состоит, понимаете? И тогда смекалка шла в ход, потому что не было таких технологий особо. И вот как могли, так выходили из положения. Но самое главное, что это очень действенный рецепт. Говорят, что с 18 века аж это использовали, если не раньше. Ну, смотря с какого времени эти все ингредиенты как бы появились, да, с того времени использовали. Может, тогда было немножко по-другому, потом поменяли, неважно. Напоминаю, 1 столовая ложка соды, обычная, прям вот такая полная ложка. 2 столовые ложки лимона выжимаете. 1 столовая ложка зубной пасты, желательно белой. 2 столовые ложки перекись водорода 3% концентрации. И все это перемешиваете во флаконе. Прыскаете на руку прям обильно. Аж должно прямо вот, толстым слоем. И держите минут 20, а потом удаляйте ватой. Попробуйте и увидите, как вам этот результат понравится, на самом деле. Точно так же мы удаляли и брови, корректировали и прочее. Ну, там надо быть осторожнее, чтобы лишнее не взять. Рецепт малоизвестный, но он есть. Я думаю, он уже есть. Он уже не тайна. Еще в то время мало кто знал, а сейчас... Но в любом случае, вы же специально бы не искали этот рецепт. Вот я вам этот рецепт дарю с барского плеча. Нет, делюсь с вами. Дарю это когда свое. Делюсь с вами тем, что мне когда-то сказали, открыли. И вот я делюсь с вами. Будьте красивые, ухоженные. Не тратьте особо много денег на это.
потому что очень многие процедуры в этих салонах красоты на самом деле очень доступные. Просто вы об этом не знаете, поэтому вам кажется, что там какие-то масла, какие-то специальные препараты, привезенные из каких-то африканских стран, перья страуса, хвост павиана. На самом деле все гораздо проще. Перекись, зубная паста и прочее. Всем удачи!